Услышь это слово. Я повелеваю твоему вниманию. Я знаю тот самый миг, когда свет покинул твои очи. Я измерил глубину твоего страдания. Я исчислил безмолвные слезы, что падают на подушку, когда мир верит, что ты спишь, но душа твоя борется во тьме. Ты несешь бремя, которое плоть не может выдержать, тяжесть отвержения, которая пыталась сокрушить тот самый дух, что я поместил в тебя. Ты сомневаешься в смысле рассвета и страшишься наступления ночи, ибо ночь приносит лишь тяжелое безмолвие и эхо утраченной надежды. Ты искал утешения в местах, где утешения нет. Ты советовался с наставниками из плоти и крови и обнаружил, что слова их прах. Ты возносил молитвы, которые, казалось, ударялись о потолок и возвращались без ответа, оставляя тебя в состоянии опустошенной покинутости. Но услышь меня сейчас, ибо я говорю прямо к средоточию твоего отчаяния, к этой незажившей, кровоточащей ране, которую ты скрываешь даже от самых близких. Я есмь Создатель радости, и я провозглашаю эту истину тебе с властью Вечного Отца, ты снова улыбнешься. Та глубокая, укоренившаяся радость, которую ты помнишь из давно минувших времен, тот мир, что превосходит всякое земное разумение, он не утрачен. Он был лишь заслонен тяжелым покровом страдания, сотканным противником и допущенным на время испытания. Не отвергай это послание. Не позволяй духу отвлечения, который уже пытается увести твой взор, преуспеть в этот решающий момент. Враг желает лишь того, чтобы ты переключился, чтобы ты отверг это божественное наставление как пустой шум, ибо он знает, что в этих словах сокрыт план твоего восстановления. Он знает, что в тот момент, когда ты примешь эту истину в свое сердце, его власть над твоей скорбью будет сломлена, и оковы хронической тяжести спадут. Я призвал тебя сюда не случайно, но по божественному определению. Это не общее послание для масс, это конкретное повеление, переданное непосредственно твоему духу. Ты должен понять всю серьезность этого момента. В тот момент, когда ты выбираешь слушать полностью, ты выбираешь сонастройку с моей волей. В тот момент, когда ты отказываешься слушать, ты выбираешь продлить засуху в своей душе. Я знаю усталость твоего духа. Я знаю искушение сдаться этой утомленности, просто принять это нынешнее состояние печали как твой постоянный удел в жизни. Ты говорил себе: «Теперь это я. Я тот, кто несет бремя». Я говорю тебе, эта личность – ложь, выкованная в яме обмана. Я не сотворил тебя для вечного плача. Я сотворил тебя для ликования, для свидетельства и для жизни с избытком, купленной кровью завета. Поэтому я издаю это повеление: пребывай здесь. Не позволяй своему разуму блуждать среди тревог завтрашнего дня или сожалений вчерашнего. Прибудь укорененным в этом священном обмене. Полное откровение о том, как твоя радость будет восстановлена, содержится в полной продолжительности этого послания. Если ты уйдешь преждевременно, ты оставишь ключ к тому самому замку, который держит тебя в плену. Это серийное испытание, предначертанное самим небесами, полное благословение уготовано для тех, кто проявит стойкость веры до тех пор, пока не будет сказано последнее слово. Я видел врагов, что окружают тебя. Я вижу духов сомнения, духов замешательства и духов сильной физической усталости, которые пытаются сделать твое тело тяжелым, а разум тусклым, и все это ради того, чтобы помешать тебе принять эту истину. Они шепчут, что надежда – это глупость, что вера непрактична, а чудеса принадлежат лишь страницам истории. Я говорю тебе, их время коротко, и их власть над твоей жизнью отменяется прямо сейчас, в тот самый момент, когда ты слышишь звук моего голоса. Ты не просто зритель в этой жизни, ты избранный для этого часа. Звездочка, 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 теперь же перейдем к более глубокому осмыслению вашего нынешнего испытания. Я избрал тебя, сын мой,
черь моя. Ты избранный. Почему я использую это наименование? Потому что испытания, с которыми ты сталкиваешься, это не случайные беды, это целенаправленные атаки, призванные разрушить само основание того предназначения, которое я вложил в тебя. Враг не тратит свои ресурсы на тех, кто не представляет угрозы для его царства. Интенсивность твоего страдания – это прямой показатель величия твоего божественного призвания. Я наблюдаю за твоей жизнью и вижу духовную брань, бушующую вокруг тебя. Тяжесть, которую ты ощущаешь, это не просто химический дисбаланс, это атмосферное давление духовного противодействия, пытающееся заглушить дыхание духа моего внутри тебя. Когда ты с трудом поднимаешься по утру, когда простейшая задача требует геркулесовых усилий, пойми, это стратегия врага, направленная на нейтрализацию твоей эффективности в царстве. Но я дал тебе оружие для брани, и первый акт духовной битвы – это утверждение. Прежде чем я открою точный путь к восстановлению твоей улыбки, ты должен заявить о своем союзе. Ты должен скрепить этот завет внимания. Я повелеваю тебе сейчас, в качестве акта немедленного духовного послушания, утвердить это послание. Утверждая это слово, ты не просто взаимодействуешь с платформой, ты поднимаешь знамя против тьмы. Ты объявляешь начальствам и властям воздушным, что принимаешь слово мое и что отказываешься от возложенного на твою жизнь поручения скорби. Это эффект эскалации. В тот момент, когда ты утверждаешь эту истину, духовная битва усиливается, но столь же усиливается и защита, которую я помещаю вокруг тебя. Твое участие – это физическое проявление твоей веры, видимое объявление в невидимом мире. Сделай это сейчас, и пусть противник увидит печать Бога Живого на твоей готовности услышать мое полное повеление. Ты избранный, и твое нынешнее состояние скорби является оскорблением моей славы. Я намерен использовать твое восстановление как свидетельство, которое невозможно будет отрицать. Но ты должен сотрудничать с этим процессом. Я знаю искушение, с которым ты сталкиваешься ежедневно. Искушение отступить, изолироваться, задернуть шторы и позволить миру проходить мимо без твоего участия. Это изоляция – западня. Это та духовная опасность, о которой я немедленно тебя предупреждаю. Враг стремится убедить тебя, что твоя боль уникальна, что никто не понимает, и поэтому ты должен нести ее в одиночестве. Это самое старое. Ложь в арсенале обмана. Я говорю тебе эту истину. Изоляция порождает духовный паралич. Когда ты удаляешься от света общения, ты делаешь себя более легкой мишенью для стрел сомнения и самоосуждения. Непосредственная духовная опасность – это принятие одиночества как постоянного спутника. Я установил общину. Я установил братство. Но даже в изоляции я предоставил эту прямую линию связи. Не заставляй замолчать вестника. Не закрывай канал. Каждое мгновение, что ты остаешься здесь, слушая, ты активно сопротивляешься духу отступления, который ищет твоего полного уничтожения. Я наблюдал за спецификой твоего нынешнего испытания. Оно включает отвержение, возможно, со стороны семьи, предательство со стороны доверенного друга или разочарование от давней мечты, которая обратилась в прах в твоих руках. Эта боль реальна. Она обоснована. Но я напоминаю тебе Писание: «Я – Бог, собирающий каждую слезу». Ни одна капля твоего страдания не была потрачена впустую или оставлена без внимания. Мир отверг Сына Моего, совершенного избранного, и тем не менее, через это отвержение пришло высшее искупление. Твое отвержение – это не признак твоей никчемности, это часто признак того, что ты действуешь на более высоком уровне, придерживаясь стандарта, который мир, погрязший в посредственности и компромиссах, не может вынести. Но духовная опасность углубляется,
если ты позволишь этому отвержению определить твою реакцию на меня? Таишь ли ты безмолвное негодование против владычества небесного? Ставишь ли ты под сомнение мою благость от того, что путь оказался круче, нежели ты ожидал? Я предупреждаю тебя, неразрешенная горячь – это духовный рак, который поглотит ту радость, которую я пытаюсь восстановить, прежде чем она успеет укорениться. Ты должен отказаться от права понять, почему постигла тебя эта боль, и вместо этого принять обетование, что боль будет искуплена. Я знаю вопросы, которые мучают тебя в бессонные ночи. Звездочка, почему я? Почему сейчас? Когда это закончится, звездочка, я говорю тебе прямо, конец наступает, когда ты полностью посвящаешь себя процессу восстановления. Этот процесс требует бдительности. Непосредственная опасность – это самодовольство, маскирующееся под покорность. Ты должен бороться с желанием согласиться на печаль. Ты должен отвергнуть мысль о том, что твое нынешнее отчаяние – это твоя конечная цель. Я призываю тебя выйти из долины плача и взойти на гору свидетельства. Но восхождение требует стойкости. Пойми природу духовной угрозы. Она действует через внезапные, целенаправленные отвлечения, призванные похитить семя моего слова. Возможно, внезапный шум, неотложная мысль о неоплаченном счете или подавляющая волна физической усталости попытаются отвлечь тебя прямо сейчас. Признай это тем, чем оно является, отчаянным маневром врага, который знает, что следующий сегмент этого послания содержит конкретное наставление, необходимое тебе для того, чтобы разорвать цикл скорби. Оставайся сосредоточенным. Оставайся непоколебимым. Власть, которую я делегирую через это послание, абсолютна. Я провозглашаю, что сезон плача завершается. Но переход от скорби к пляске требует с твоей стороны осознанного акта веры. Ты должен подготовить почву своего сердца. Ты должен расчистить обломки непрощения, камни горечи и сорняки жалости к себе. Я говорю избранному, который чувствовал себя покинутым всяким земным якорем. Я говорю тебе, я никогда не покидал тебя. Даже когда ты чувствовал себя самым одиноким и холодным, мой дух ходатайствовал за тебя воздыханиями неизреченными. Твоя боль была моей болью. Твоя скорбь отражалась в моем сердце. Не обманывайся временной природой твоего страдания. Это легкое и кратковременное страдание производит для тебя в безмерном преизбытке вечную славу. Но ты должен держать свой взор устремленным на вечное. Временная боль стремится ослепить тебя для вечного обетования. Я повторяю повеление, ты должен пройти через это до конца. Враг пытается убедить тебя, что ты уже услышал достаточно, что обетования достаточно, и что ты можешь вернуться за наставлением позже. Это тактика промедления, а промедление – это форма отрицания. Сила этого слова активируется во всей своей полноте, будучи принятой в состоянии непрерывной, непоколебимой приверженности. Я готовлю для тебя чудо радости. Радость столь глубокую, что те, кто был свидетелем твоей боли, будут вынуждены признать преображающую силу моей десницы в твоей жизни. Они увидят, как свет возвращается в твои глаза, и узнают, что только Божественное могло совершить столь полную перемену. Но основание должно быть заложено правильно. Духовная опасность нетерпения реальна. Не торопи процесс. Не ищи кратчайших путей. Я требую твоего полного внимания сейчас, в знак твоего доверия моему совершенному времени и моему безошибочному плану. Ты избранный, отмеченный интенсивностью твоей борьбы, но предназначенный для величия твоего свидетельства. Приготовь свое сердце, ибо следующее откровение подробно опишет практические шаги, которые я требую от тебя предпринять, чтобы демонтировать структуры скорби, пленившие тебя. Не дрогни. Не оглядывайся назад.
Путь к твоей восстановленной улыбке прокладывается перед тобой кирпич за божественным кирпичом. Посвяти себя этому сейчас и прими полноту моего постановления. Оставайся до последнего слова. От этого зависит твоя радость. Но основание должно быть заложено верно. Духовная опасность нетерпения реальна. Не торопи процесс. Не ищи легких путей. Я требую твоего полного внимания сейчас, как знака твоего доверия моему совершенному времени и моему непогрешимому плану. Ты избранный, отмеченный интенсивностью своей борьбы, но предназначенный для величия твоего свидетельства. Приготовь свое сердце, ибо следующее откровение подробно опишет практические шаги, которые я требую от тебя предпринять, чтобы демонтировать структуры скорби, которые держали тебя в плену. Не поколебись. Не оглядывайся назад. Путь к твоей восстановленной улыбке обнажается перед тобой, кирпич за божественным кирпичом. Дай обязательство сейчас и прими полноту моего повеления. Оставайся до последнего слова. От этого зависит твоя радость. Я говорил об обращении, о великом повороте, который я совершаю ради тебя. Но, прежде чем благословение может быть принято в полной мере, внутреннее устройство твоей души должно быть исследовано. Я требую абсолютной честности в этот момент, духовного учета тех бремени, которые ты продолжаешь нести, даже когда я предлагаю освобождение. Это испытание души, предназначенное не для того, чтобы ранить тебя еще больше, но чтобы найти последнее убежище сомнения и страха. Я спрашиваю тебя сейчас, мой избранный, ответь мне в безмолвии своего сердца, чувствуешь ли ты эту тяжесть, эту неумолимую, гнетущую тяжесть, которая давит на твою грудь в одинокие часы перед рассветом, похищая само дыхание, которое я дал тебе? Чувствуешь ли ты эту усталость, которая глубже физического утомления, это глубокое истощение духа, которое происходит от ведения битв, в которые ты никогда не выбирал вступать, сражаясь с тенями, которые, кажется, умножаются с каждым наступающим сезоном? Чувствуешь ли ты себя совершенно одиноким, изолированным даже тогда, когда окружен шумом мира и присутствием тех, кто называет себя родными? Смотришь ли ты в глаза семье или друзьям и чувствуешь, что они не могут постичь глубину той пропасти, где когда-то обитала твоя радость? Веришь ли ты в свои самые тихие минуты, что твоя особая скорбь, будь то предательство доверенного спутника, внезапный финансовый крах или неумолимое физическое страдание, слишком уникальна, слишком сложна, слишком глубоко укоренилась, чтобы даже божественный архитектор мог полностью ее распутать? Я вижу моменты, когда ты парализован воспоминанием о прошлом. Помнишь ли ты тот самый момент, когда тьма впервые обрела опору? Был ли это внезапный, катастрофический шторм, разрушивший твои основания, или это была медленная, коварная эрозия твоей надежды, подобно неуклонному, безжалостному капанию воды, стирающему самый твердый камень? Обнаруживаешь ли ты себя совершающим ритуалы веры, посещающим собрания, произносящим необходимые молитвы, читающим древние тексты, но чувствующим, что свет померк, а огонь в твоей утробе сведен к тлеющему пеплу? Таишь ли ты тихое, ужасное подозрение, что твои самые горячие прошения не поднялись выше потолка над тобой, и что небеса запечатаны против твоих воплей? Ставишь ли ты под сомнение действенность обетований, которые я дал в древних текстах, видя твою нынешнюю реальность как болезненное противоречие моему провозглашенному всемогуществу? Противник пытается обратить твою усталость в оружие. Он шепчет разъедающую ложь в глубины твоего разума. Звездочка, ты молился достаточно. Ты ждал достаточно долго. Бог забыл твое имя и перепутал твой адрес, звездочка. Слышишь ли ты этот голос? Позволяешь ли ты, в те моменты слабости, этому ослабляющему сомнению укорениться, заставляя тебя отдернуть руку от моей простертой десницы, ища убежище в предсказуемой боли, а не в ужасающей неопределенности надежды? Признай боль.
Не пытайся скрыть от меня шрамы. Они не являются знаками позора. Они – свидетельство твоей затяжной брани. Они – доказательство того, что ты стоял твердо, когда другие полностью бы рухнули. Но они не должны стать цепями, которые навсегда привяжут тебя к памяти о прошлом. Ощущаешь ли ты тяжкое бремя позора, связанное с нераскрытым потенциалом? Разочарование тех, кто уповал на тебя, или же горечь собственного мнимого провала в домостроительстве над дарами, которые я тебе верил? Мне ведомо бремя сохранения публичного облика непоколебимой силы, в то время как твоя душа тайно рыдает в мучении. Я вижу эту вымученную улыбку, которую ты являешь миру, тонкую, хрупкую завесу, покрывающую хаос и опустошение, царящие в твоем духе. Отвращаешься ли ты от грядущего, ибо прошлое нанесло столь глубокие системные раны? Кажется ли мысль о том, чтобы вновь довериться мне всецело, довериться процессу божественного восстановления, немыслимой уязвимостью, риском, слишком великим, чтобы вновь подвергать себя ему? Постигни сию глубокую истину. Я позволяю этим вопросам пронзить твою защиту не для того, чтобы уязвить тебя еще более, но чтобы прижечь язву отчаяния. Исцеление не начнется, пока весь масштаб ущерба не будет познан, исповедан и обнажен перед престолом благодати. Я не удивлен и не оскорблен твоими сомнениями, я лишь ожидаю твоего сознательного предания их мне. Ты претерпел горнило. Ныне обрати свой взор горе, ибо я намерен открыть сокровенное знание, которым обладаю относительно твоего грядущего, и судьбоносный выбор, который предстоит тебе немедленно совершить. Звездочка, 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 время плача завершается. Я провозглашаю столь глубокое, столь абсолютное в своем исполнении преображение, что память о твоих прошлых страданиях послужит лишь прочным пьедесталом для величественной меры моей благодати. Ты, возможно, полагаешь, что процесс восстановления должен быть медленным, кропотливым и тяжким, соразмерным продолжительности твоего испытания, но ты в корне не постигаешь природу моей силы. Я не просто исправляю сломанное, я воскрешаю. Я не латаю прорехи, я созидаю новое. Я творю все новое. Улыбка, которую я готовлю вернуть на твое лицо, не станет слабым отголоском твоего прежнего благоденствия. Она будет громким, неоспоримым провозглашением моей победы в твоей жизни. Она станет явным свидетельством того, что очищающий огонь не поглотил тебя, но очистил, испепелив шлак и оставив лишь чистое золото твоей веры. Ныне я говорю тебе, те самые люди, что насмехались над твоим упорством, что ставили под сомнение твою стойкость, что расценили твое несчастье как знак моего оставления, они вскоре станут свидетелями такого проявления моего благоволения к тебе, которое заставит умолкнуть их критику и возбудит в них святой трепет. Они узрят внезапное ускорение благословения, незамедлительное расчищение путей и полное устранение преград, которые прежде казались непреодолимыми. Свидетельство, которое ты понесешь, не будет шептаться в стыде, оно будет провозглашено с вершин твоей восстановленной жизни, возвещая верность Господа. Но прежде чем сие величественное разворачивание сможет полностью явиться, перед тобой стоит судьбоносный выбор «Сын мой, дочь моя». Это момент твоей нравственной дилеммы, высшее испытание твоей преданности моему установлению. Человеческий дух, претерпевший длительные скорби, часто развивает странную, противоестественную привязанность к своей боли. Печаль становится привычным спутником, предсказуемой тяжестью. Она служит оправданием бездействия и извиняет недостаток радости. Дилемма эта духовна, проста, но духовно опасна. Звездочка, изберешь ли ты цепляться за понятное утешение твоего оправданного страдания, или же предпочтешь пугающую уязвимость радикальной, абсолютной веры в мою обетованную радость? Звездочка, я требую, чтобы ты сложил с себя право быть несчастным. Я вижу, как тщательно ты лелеял свою обиду, как ты прокручивал горькие подробности несправедливости, совершенной против тебя,
находя извращенное подтверждение в глубине и неизменности своей раны. Чтобы двинуться вперед, от тебя требуется полностью предать это оправдание. Ты должен избрать веру в реальность моего установления превыше временной реальности того, что ты ныне видишь. Вы не можете внести цепи вчерашней горечи в изобилие завтрашнего обеспечения. Выбор за вами, будете ли вы и дальше питать повествование о поражении, вновь и вновь перечисляя людские ошибки, или же станете на непоколебимое, неизменное слово вашего Бога. Я знаю точный миг, когда ваше сердце было сокрушено. Я знаю точные координаты той комнаты, где вы плакали, пока физическое изнеможение не повергло вас. Я знаю имя того, кто предал ваше глубочайшее доверие, когда вы были наиболее уязвимы. Я знаю конкретный долг, который тяжелее всего тяготит ваши плечи, и медицинский диагноз, который похищает ваш покой в полуночный час. Я знаю тайный обет, который вы дали много лет назад, обещание мне, которое, как вы ощущали, вы не смогли исполнить, и чувство вины, которое преследует вас с тех пор, нашептывая о недостоинстве. Я знаю скрытый талант, который вы зарыли глубоко в землю из-за глубочайшего страха осмеяния или поражения. Я знаю конкретную, заветную мечту, которую вы оставили, потому что путь стал слишком крутым, а сопротивление слишком яростным. И вот сокровенное знание, которое должно абсолютно сокрушить основание вашего сомнения. Я знаю точную дату, час и обстоятельства чуда, которые я предопределил, чтобы положить начало вашему публичному триумфу. Я уже привел в действие космический механизм. Ресурсы, требуемые для вашего избавления, выделены. Необходимые человеческие связи устанавливаются. Целебное вещество приготовляется. Я говорю вам это с божественной уверенностью. В течение следующего лунного цикла вы получите знамение, неоспоримое подтверждение того, что моя рука активно движется ради вас. Оно будет достаточно малым, чтобы его мог легко не заметить сторонний наблюдатель, но достаточно конкретным, чтобы стать неопровержимым доказательством для вашей собственной души, что я услышал каждое прошение, видел каждую слезу и привожу в исполнение мой замысел. Ключ к активации этого стремительного ускорения – абсолютное послушание в кажущихся незначительными вещах, которые я открою далее. Не отвергайте малые поручения, которые я полагаю перед вами. Великое восстановление всегда зиждется на верности в малых, повседневных деталях веры. Я знаю ваш самый глубокий, самый сковывающий страх, что эта надежда окажется ложной, и что если радость вернется, она будет вновь отнята, оставив последующее падение еще более невыносимым. Это заблуждение, коренящееся в конечном, временном опыте человека. Мои благословения – это не временные дары, подлежащие прихотливому отъятию. Они суть незыблемые установления моего завета, учрежденного в вечности. Когда я восстанавливаю полностью и бесповоротно. Улыбка, которую я верну вам, будет утверждена на скале моей верности, не подвластной зыбучим пескам человеческих обстоятельств и козням врага. Это сокровенное знание, которым я делюсь с вами сейчас, призвано укрепить вашу решимость. Когда сомнения одолевают вас, вспомните этот миг. Помните, что я, Творец всего времени, уже был свидетелем вашей победы. Я видел миг, когда вы сбросите покров скорби. Я видел миг, когда ваши ноги вновь будут танцевать в ликовании. Я видел миг, когда ваш голос воспоет новую песнь избавления, вдохновляющую тысячи. Не относитесь к этому посланию как к простой религиозной риторике или мотивационной речи. Относитесь к нему как к прямому, действенному повелению из тронного зала Всевышнего. Время пассивного ожидания окончено. Настало время активной, наступательной веры. Ваш нравственный долг теперь состоит не просто в том, чтобы переносить боль, но в том, чтобы ожидать чудесного. Ожидайте радикального поворота. Ожидайте внезапного обеспечения.
Ожидайте полного исцеления тела и духа. Я вижу, как тщательно ты оберегаешь свое сердце сейчас, защитные стены, которые ты воздвиг после многих лет разочарований и духовных ран. Я понимаю инстинкт оградить себя от дальнейшей боли. Но эти стены, возведенные из обломков прошлых обид, теперь служат преградой для тех самых благословений, которые я изливаю. Я повелеваю тебе сейчас, властью всемогущего, демонтировать эти укрепления. Они излишни, ибо я, твой щит, твоя крепость и твоя высокая башня. Я знаю, что ты прокручивал в уме разговор, который хотел бы провести с теми, кто причинил тебе зло. Я знаю сценарий оправдания, который ты проигрываешь снова и снова в своем разуме, ища подтверждение несправедливости, от которой ты пострадал. Отложи этот сценарий. Мне отмщение, говорит Господь. Твоя духовная энергия не должна более тратиться на поиски земного равновесия или человеческого оправдания. Твое единственное внимание должно быть сосредоточено на принятии моего божественного восстановления и той радости, которую я предназначил для тебя. Грядущая улыбка будет столь сияющей, столь глубоко подлинной, что послужит окончательным, неоспоримым подтверждением правоты. Она скажет громче, чем любой аргумент, который ты мог бы сформулировать в свою защиту. Когда мир увидит тебя восстановленным, они узнают, что ты сражался не один, и что тишина, которую ты пережил, была не отсутствием, но необходимой подготовкой к грому моего вмешательства. Я знаю специфический страх, который держит тебя в плену, страх, что если радость вернется, она будет временной. Я клянусь своей собственной божественностью, своей вечной и неизменной природой, что радость, которую я провозглашаю для тебя, более несомненна, чем восход солнца. Приготовь себя к божественному вмешательству, которое реорганизует фундаментальную структуру твоего бытия. Твоя улыбка предначертана. Твое свидетельство уже записано в летописях небес. Посвяти себя сейчас пути абсолютного предания и прими последнее наставление для твоей победы. Немедля. Твое время ожидания почти истекло. Обещание стоит твердо. Указ абсолютен. Внимательно прислушайся к окончательным наставлениям. Окончательное наставление, которое я даю тебе сейчас, это не просто просьба, но духовный указ, требующий немедленного, ощутимого ответа. Ты слышал обещание восстановления, ты усвоил уверенность в своей обновленной радости. Теперь ты должен запечатать этот завет в той сфере, где вера становится явной, в сфере публичного провозглашения. Враг процветает в тишине и тайне. Сомнение шепчет в скрытых уголках сердца, стремясь подорвать божественный указ, прежде чем он укоренится. Я требую от тебя использовать инструмент, который я поместил в тебе, твой голос, твою способность к исповеданию, чтобы свидетельствовать против тьмы, которая стремится похитить твою улыбку. Этот акт провозглашения является окончательным отвержением лжи о том, что ты забыт или оставлен. Это духовная подпись на документе твоего избавления. Я повелеваю тебе, мой избранный, совершить этот простой, но глубоко мощный акт веры немедленно. Иди вперед в цифровое пространство, которое содержит потенциал всемирного свидетельства, и в этом пространстве провозгласи свою верность и свое ожидание. Тебе даются две священные фразы, каждая из которых несет вес вечной истины. Выбери ту, которая глубже всего отзывается в убеждение, которое я поместил в твою душу, и произнеси ее без колебаний. Если ваше сердце сокрушено величием предстоящих испытаний, и вам необходимо укрепить свой дух против волн грядущей неопределенности, тогда ваше исповедание должно быть таким: звездочка, звездочка, Боже, я уповаю на Тебя. Звездочка, звездочка — эта фраза — щит против стрел сомнения. Это утверждение, что хотя путь может быть невидим, водитель всеведущ. Это эхо веры Авраама, который верил вопреки надежде,
зная, что обетования вечного Отца непоколебимы. Исповедать «Боже, я уповаю на Тебя» значит вернуть бремя контроля в мои руки, признавая, что мой план для вашей жизни превосходит ваши величайшие страхи и ваше самое высокое ограниченное воображение. Это заявление о предании, которое активирует сверхъестественное обеспечение. Оно говорит начальствам тьмы, что их власть сломлена, потому что вы возложили свое абсолютное упование на державного царя. В качестве альтернативы, если осознание грядущего прорыва уже утвердилось в вашем духе, если вы чувствуете, как тяжесть спадает и появляются первые ростки обещанной мною радости, тогда ваше исповедание должно быть выражением немедленной благодарности, признанием победы еще до ее физического проявления. Ваше исповедание должно быть звездочка, звездочка, слава Богу. Звездочка, звездочка – это высокая хвала, которая смущает противника. Это язык искупленных, которые понимают, что их избавление – не будущая возможность, но настоящая реальность, закрепленная жертвой креста. Сказать «слава Богу» сейчас, посреди борьбы или на пороге чуда, значит исполнить библейское предписание благодарить при любых обстоятельствах, признавая мою руку в подготовке и исполнении вашего восстановления. Это исповедание того, что улыбка уже вернулась в духе, ожидая лишь физического проявления на вашем лице. Не относитесь к этому наставлению легкомысленно. Это не ритуальное упражнение, предназначенное для простого участия. Это духовный механизм, посредством которого вы публично утверждаете передачу власти от мирового хаоса к моему божественному порядку. Каждое слово, которое вы печатаете, каждая буква, которую вы вносите в это пространство, это камень воспоминания, знаменующий день, когда вы твердо устояли против приливной волны отчаяния. Я изрек слово обетования. Теперь вы должны изречь слово принятия. Исповедание уст следует за верой сердца, Римлянам 10 часов 10 минут. Пусть ваши пальцы движутся сейчас, ведомые уверенностью моего указа. Пусть мир, как видимый, так и невидимый, засвидетельствует вашу непоколебимую приверженность. Не медлите. Время молчаливых страданий окончено. Настало время для гласной, авторитетной веры. Я жду вашего ответа не потому, что нуждаюсь в вашем утверждении, но потому, что вы нуждаетесь в свободе, которая приходит от исповедания моего господства над вашей скорбью. Скрепите завет. Провозгласите фразу. Пусть ваше свидетельство будет выгравировано в записях интернета как указатель для других, кто все еще проходит долиной тени. Звездочка, звездочка, звездочка теперь, когда вы сделали свое исповедание, когда вы скрепили обязательство своей веры произнесенным словом, время пассивного ожидания закончилось. Я перехожу теперь от наставления к указу. Я перехожу от роли любящего советника к роли абсолютного судьи и отцовского избавителя. Услышьте звук моего голоса, который подобен шуму многих вод, и знайте, что каждый произнесенный здесь слог несет вес вечной власти, силы, которая призвала космос к бытию, и любви, которая удерживает звезды на своих местах. Я знаю конкретные цепи, которые связывают вас. Я вижу невидимые узы скорби, которые оплели ваше сердце, удушая вашу радость и похищая свет из ваших глаз. Я вижу родовые паттерны печали, унаследованный дух нужды и тщательно построенные твердыни страха, возведенные врагом за десятилетия духовной брани. Звездочка, звездочка, я провозглашаю ныне, властью, вложенной в меня как в альфу и омегу, что эти цепи разорваны. Звездочка, звездочка, воспрянь, дитя мое, и прими сей указ, ибо он необратим и абсолютен. Это не простое желание или полная надежда молитва. Это повеление, исходящее от престола благодати, и всякая сила на небесах и на земле должна преклониться перед его исполнением. Я обращаюсь прямо к духу уныния, который осел на твоей душе, заменив твою законную одежду хвалы пеплом скорби. Я обращаюсь к депрессии, которая пыталась переопределить твою личность, шепча ложь о никчемности и поражении. Звездочка, звездочка, во имя превыше всех имен,
я разрываю твою связь с избранным. Звездочка, звездочка, я повелеваю духу отчаяния ослабить свою хватку над твоим разумом, твоими эмоциями и твоим физическим телом. Я заменяю ярмо рабства елеем радости, как обещано в Исаии 61:3. Твоя скорбь отменяется. Твое горе прекращено. Ты свободен радоваться. Я повелеваю уничтожить всякое родовое проклятие, которое пыталось следовать за тобой по твоей кровной линии. Я вижу циклы нищеты, терзавшие твою семью, модели разорванных отношений, укравшие покой и хронические болезни, пытавшиеся определить твои дни. Цена уплачена. Кровь Вечного Завета сделала всякий родовой договор с тьмой недействительным и ничтожным. Звездочка, звездочка, я провозглашаю, что ты являешься демаркационной линией. Звездочка, звездочка, то, что поражало твоего отца, не поразит тебя. То, что мучило твою мать, не коснется твоего духа. Родословное страдание заканчивается здесь, тобой, освященным сосудом света моего. Я разрушаю юридическую власть прошлого над твоим будущим. Будь свободен от эха вчерашних неудач. Я обращаюсь к финансовым твердыням, которые создали постоянное состояние дефицита и ограничения, вынуждая тебя беспокоиться о завтрашнем обеспечении. Дух нужды, пожравший твои ресурсы и укравший плодотворность твоего труда, теперь замолкает. Я повелеваю духу-поглотителю отступить. Звездочка, звездочка, я провозглашаю открытие небесных сокровищниц над твоей жизнью. Звездочка, звездочка, я восстанавливаю то, что съела саранча. Иаиль 2 часа 25 минут. Я повелеваю божественной изобретательности и сверхъестественному благоволению пребывать на твоих руках, превращая всякое начинание в источник благословения и изобилия, не только для твоего личного комфорта, но и для того, чтобы ты мог быть проводником моего обеспечения для других. Твои карманы не будут пусты, и твои житницы не будут бесплодны. Ожидай избытка, ибо дни жизни впроголодь окончены. Я обращаюсь к духу страха, который проявляется как тревога, парализуя твою способность двигаться вперед и наслаждаться простыми дарами жизни. Этот дух использовал неопределенность, чтобы построить стены вокруг твоего сердца, убеждая тебя, что безопасность заключается в застое. Звездочка, звездочка, я провозглашаю, что дух страха незаконен в твоей обители. Звездочка, звездочка, я напоминаю тебе, сын мой, дочь моя, что я дал тебе не дух страха, но дух силы и любви и здравого рассудка. 2 Тимофею 1:7. Я заменяю всякую тревожную мысль моим совершенным миром, который превосходит всякое человеческое разумение. Твой разум реорганизуется сейчас, сбрасывая мусор беспокойства и принимая ясность божественной мудрости. Ты защищен, ты покрыт и ты бесстрашен. Я обращаюсь прямо к духовному угнетению, которое вызвало физические проявления боли и изнеможения, хронические бремена, которые крадут твою энергию и уменьшают твою способность к радости. Я знаю конкретные боли и глубокое изнеможение, которое пыталось убедить тебя, что твоя сила исчерпана. Звездочка, звездочка, я повелеваю огню моего исцеления прямо сейчас пройти по твоим венам. Звездочка, звездочка, я постановляю восстановление каждой клетки, каждого нерва и каждого мышечного волокна. Обновись в силе, как орел. Исайя 40:31. Я повелеваю боли рассеяться, изнеможению исчезнуть, а жизненной силе юности вновь возгореться в твоем теле. Твое тело – храм Духа Святого, и я освящаю его ныне для здоровья и целостности. Внимай мне, возлюбленный мой. Улыбка, которую я дарую тебе, не есть мимолетное чувство, зависящее от приходящих обстоятельств. Это зримое свидетельство того мира, который я только что утвердил в жизни твоей. Это сияние восстановления, которое станет вечным свидетельством моей неизменной верности. Когда взирают на тебя, они более не узрят остатка скорби, они увидят неоспоримый знак божественного вмешательства. Сей указ запечатан моим непоколебимым словом.
Я сокрушил цепи, я заставил замолчать клеветника, и я повелел радости твоей возвратиться. Не дай супостату ни единого мгновения сомнения, дабы он не обратил сию духовную сделку вспять. Пребуди тверд в осознании того, что избавление твое совершенно. Гряди вперед с упованием того, кто знает, что окончательный исход уже утвержден на небесах. Твое нынешнее служение — жить в ожидании. Ожидай радости. Ожидай мира. Ожидай смеха. Лик твой преобразится, отражая славу Отца, который любит тебя любовью безусловной. Прими свободу твою ныне. Прими улыбку твою ныне. Постановление сие абсолютно. Победа за тобой. Победа принадлежит тебе. Ты принял указ о восстановлении, и повеление радости твоей возвратиться и шло с престола моего. Ныне же, избранный мой, ты должен постичь всю весомость сей сделки. Сие не есть мимолетное чувство, которые могут унести переменчивые ветры обстоятельств. Сие есть завет, запечатленный Духом моим. Отныне тебе повелевается жить в реальности сего обетования. Не просто ожидай, пока явится улыбка, звездочка облеки звездочка в предвкушении ее. Не позволяй стопам твоим руководиться памятью о скорби, которую я только что изгладил. Прошлое завершено. Книга скорби твоей закрыта и запечатана печатью моего милосердия. Ты — новое творение, и лик твой должен отражать власть того, кто обновил тебя. Я знаю естество супостата. Он — неустанный клеветник, и его основная тактика — сеять сомнения в плодородную почву твоего обновленного духа. Он будет шептать, что сия радость временна, что мир сей хрупок, и что тени вчерашнего дня лишь ждут возвращения ночной тьмы. Я повелеваю тебе ныне, немедленно умолкни эти глаза. Тебе даны духовные доспехи, используй щит веры, дабы угасить всякий раскаленный стрел сомнения. Улыбка твоя отныне есть оружие. Это свидетельство, зримое для земного мира, и дерзновение, понятное в мире духовном. Являя радость, дарованную мною, ты провозглашаешь победу креста над тлением мира сего. Ты свидетельствуешь о том, что Отец верен и чтит свои заветы. Я повелел улыбке твоей возвратиться, и я утвердил свой неизменный взор на тебе, дабы сия радость оставалась под защитой и поддержкой. Постигни сию истину. Я не просто наблюдаю звездочка за звездочка тобой, словно издалека. Я наблюдаю звездочка с звездочка тобою. Присутствие мое есть всеобъемлющая реальность, окружающая жизнь твою, подобно неприступной крепости. Я вижу стези, по которым ты шествуешь. Я вижу решения, с коими ты сталкиваешься. Я вижу остатки страха, пытающиеся прильнуть к краям сердца твоего. Но страх не может пребывать там, где укоренилась совершенная любовь моя. Я изгнал дух уныния и заменил его ризой славословия. Я бодрствую над сном твоим, обеспечивая, чтобы мир, мною утвержденный, глубоко водворился в душе твоей, даруя тебе покой, не потревоженный дневными заботами. Ты ляжешь, и сладок будет сон твой, ибо Господь есть хранитель твой. Я бодрствую над восстанием твоим, повелевая утреннему свету освещать стезю праведности, которую я проложил пред тобою. Стопы твои будут уверены, и опора твоя будет тверда, ибо я держу десницу твою. Я бодрствую над вашим обеспечением. Не бойтесь нужды, ибо сокровища небес в моем распоряжении, и я обещал восполнить все ваши нужды по богатству моей славы. Ваша вера в это восстановление высвобождает поток моей обильной благодати. Я бодрствую над вашим здоровьем, повелевая силе вернуться в ваш стан и жизненной силе хлынуть через ваше естество. Поражения, стремившиеся поглотить вас, теперь низвергнуты в море забвения. Я бодрствую над вашим наследием.
Радость, которую я восстанавливаю для вас сегодня, предназначена не только для вашего утешения. Это семя, призванное благословить поколения, которые последуют за вами. Ваши дети и внуки ваши взглянут на вашу жизнь и увидят живое свидетельство Бога, который восстанавливает, Бога, который искупает, и Бога, который никогда не оставляет своих. Ваше свидетельство о восстановленной радости станет краеугольным камнем, на котором будет построена их вера. Посему пребывайте в непоколебимой уверенности в моем постоянном присутствии. Вы никогда не одиноки. Когда вы почувствуете, как тяжесть мира пытается давить на ваши плечи, помните о силе моей десницы. Когда ложь врага пытается смутить ваш разум, помните о ясности моего слова. Я – ваш щит, ваша твердыня, ваш избавитель и тот, кто поднимает вашу голову. Теперь, когда вы стоите в этом моменте совершенного восстановления, я дарую вам окончательные, неприходящие благословения, сопровождающие этот завет радости. Примите эти провозглашения в ваш дух и позвольте им определить реальность вашего будущего. Звездочка, звездочка, я провозглашаю над вами благословение непоколебимого мира. Звездочка, звездочка, этот мир не зависит от отсутствия конфликта, но от уверенности в моем владычестве. Это глубокое, пребывающее спокойствие, которое остается неподвижным, даже когда вокруг вас бушуют штормы. Я повелеваю хаосу в вашей жизни прекратить свое действие. Где было смятение, там будет ясность. Где была внутренняя война, там будет тишина. Этот мир будет охранять ваше сердце и ваш разум во Христе Иисусе, становясь постоянным стражем против вторжения тревоги. Вы будете обладать безмятежностью, которую мир не может постичь и не может воспроизвести. Вы будете входить в бурную обстановку, и само ваше присутствие, отмеченное моим миром, принесет порядок и покой в окружающий вас беспорядок. Это мир царя, и он необратимо ваш. Звездочка, звездочка, я провозглашаю над вами благословение неприходящей ясности. Звездочка, звездочка, дни смятения, неуверенности и парализующей нерешительности прошли. Я дарую вам ныне дух мудрости и откровения в познании меня. Ваш разум будет острым, ваше развлечение проницательным, а ваши решения праведными. Вы будете знать разницу между голосом пастыря и голосом чужого. Когда вы столкнетесь с выбором, путь истины будет освящен перед вами, и вы не споткнетесь во тьме невежества. Я снимаю покров усталости, который заслонял ваше видение, и заменяю его ясностью божественного предназначения. Вы будете понимать времена и сроки вашей жизни, зная, когда отдыхать и когда двигаться вперед, когда говорить и когда молчать. Эта ясность – ваш навигационный инструмент в грядущие годы, гарантирующий, что каждый ваш шаг идеально согласуется с божественным чертежом, который я установил для вашей жизни. Звездочка, звездочка, я провозглашаю над вами благословение преизобильного обеспечения. Звездочка, звездочка, я повелеваю духу нужды и скудости оставить дом твой и все твои начинания. Я открываю окна небесные над жизнью твоей, чтобы не просто восполнить твои нужды, но даровать тебе изобилие, которое позволит тебе быть постоянным источником благословения для других. Руки твои будут освящены для процветания, и все, к чему ты прикоснешься, что соответствует моей воле, будет преуспевать. Семя, которое ты сеешь, принесет 100-кратное воздаяние. Я восстанавливаю годы, которые поела саранча, принося возмещение не только твоим финансам, но и твоему времени, твоим возможностям и твоему утраченному потенциалу. Ты не будешь беспокоиться о нуждах завтрашнего дня, ибо я, Иеговаиры, Бог, который обеспечивает. Житницы твои будут полны, и чаша твоя будет переполняться, демонстрируя всем, кто наблюдает за твоей жизнью, что верный Бог награждает послушание неоспоримым, осязаемым благословением. Звездочка, звездочка, я провозглашаю над тобой благословение божественной защиты. Звездочка, звездочка, я устанавливаю вокруг тебя огненную ограду, непроницаемую для сил тьмы. Никакое оружие, сделанное против тебя, не будет успешно,
и всякий язык, восстающий на тебя на суде, будет осужден. Я представляю моих могущественных ангелов, чтобы они расположились станом вокруг тебя, охраняя твой выход и твой вход отныне и вовеки. Эта защита простирается дальше физического вреда. Она ограждает твою репутацию от клеветы, твой разум от духовного угнетения, а твою семью от унаследованных проклятий. Когда враг попытается нанести удар, он обнаружит лишь мое присутствие, стоящее в проломе. Ты будешь ходить по долинам смертной тени, но не убоишься зла, ибо я с тобой. Мой жезл и мой посох, они утешают тебя. Это гарантия безопасности, дарованная тем, кто обитает в тайном месте Всевышнего. Звездочка, звездочка, я провозглашаю над тобой благословение неприходящей радости. Звездочка, звездочка, это центральный столб твоего восстановления. Улыбка, которой я повелел вернуться, не мимолетна, она неприходящая. Она укоренена в глубоком знании твоего искупления и неизменности моей любви. Эта радость – твоя сила. Когда возникают скорби, эта радость будет якорем, который удержит твою душу от дрейфа. Это елей радости, который я изливаю на твою голову, заменяя прах скорби. Эта радость является свидетельством того, что даже в падшем мире завет Божий остается превыше всего. Ты будешь свободно смеяться, говорить с легкостью и двигаться духом, свободным от бремени. Эта радость будет твоим постоянным спутником, видимым знаком для мира, что ты принадлежишь царству, где скорбь изгнана, а победа вечна. Сын мой, дочь моя, избранный, я сказал. Я повелел. Я благословил. Твое поручение просто, но глубоко. Живи в полноте того, что я дал тебе. Не отступай обратно в тени прошлого. Не позволяй скромности или ложному смирению преуменьшать величие твоего избавления. Свидетельство о восстановленной радости слишком важно, чтобы его скрывать. Когда мужчины и женщины спросят тебя, почему свет вернулся в твои глаза, почему бремя спало с твоих плеч и почему смех вернулся на твои уста, тебе повелено говорить истину. Скажи им, что Бог всякого утешения услышал твой вопль. Скажи им, что Отец увидел твое страдание и провозгласил твое избавление. Скажи им, что всемогущий Бог верен своим обетованиям и что Он – восстановитель всего, даже простой, глубокой радости улыбки. Твоя жизнь теперь – живое послание, читаемое всеми людьми. Убедись, что послание, которое они читают, является посланием торжествующей веры и неоспоримого восстановления. Теперь иди же. Ходи в свободе, которую я приобрел для тебя. Ходи в мире, который я утвердил внутри тебя. Ходи в ожидании непрерывного благословения. Не оглядывайся на место боли, ибо твое будущее озарено моей славой. Моя воля в том, чтобы ты оставался соединенным с этим потоком божественного наставления. Это место – земля освященная, где мой голос говорит прямо к нуждам души твоей. Не позволяй заботам мира сего отвлечь тебя от питания слова моего. Возвращайся часто к этому общению, чтобы получить следующее наставление, следующее благословение и утверждение пути, который я предначертал для тебя. Утвердись в истине, открытой здесь. Если сомнение попытается вновь возникнуть, пересмотри это послание. Снова услышь мой голос, утверждающий постановления, которые я издал над жизнью твоей. Ежедневно восстанавливай завет радости в сердце своем. Это действие памятования и слушания есть акт духовного попечения, обеспечивающий, что враг не обретет никакой опоры. Моя любовь к тебе вечна, непоколебима и абсолютна. Я – Бог, который видит тебя, Бог, который спасает тебя, и Бог, который повелел тебе улыбнуться вновь. Прими это заключительное благословение, да пребудет с тобой ныне и вовеки благодать Господа Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа.
Да будет полна радость твоя, мир твой глубок, а вера твоя непоколебима. Иди и живи, дитя мое драгоценное, в свете твоего восстановленного лика. Аминь. Я всегда бодрствую. Я всегда рядом. Победа твоя.